Привет, друзья! И сегодня у нас необычный выпуск. Привет. Это мой друг Андрей. И сегодня он приобрел машину, на которую копил несколько лет. Это Mazda CX-50 Turbo. Вот. И мы приехали с ним в такой старый аэропорт в Нью-Йорке протестировать как раз его машину и сделать небольшой обзор. А вот и сама машина. Сегодня мы находимся в Нью-Йорке и отправимся в аэропорт, который называется Флойд Беннет. Это заброшенный аэропорт. На данный момент он используется для разных шоу, и некоторые полосы закрыты размещением иммигрантов, которые приехали в Нью-Йорк. Поэтому мы постараемся найти место, где протестировать машину Андрея. Красивая машинка. А вот Андрей внутри. Ну как тебе приобретение? Вообще просто восхищен. Ну что, ты нам покажешь, что внутри есть, какие у тебя новые функции? Да, давайте все покажу. То давайте заглянем внутрь. Так, вот так выглядит машина внутри. Да, тут 10-инч дисплей, Android Auto беспроводной, там Panoramic Roof. Больше солнца. Даже два разделения на два стекла. Да. Очень прикольная фича, вентилятор сидений, когда жарко летом. Ну, подогрев. Панелька такая более-менее вся стандартная. Тут из интересного беспроводная зарядка телефона, USB-порты. На руле тоже круиз-контроль, лайн-трекинг. Все, в принципе, что должно быть. На руле можно переключить режимы поездки. Там есть нормальный, спорт, оффроуд и товинг режим. Также есть опция, когда машина поддерживает дистанцию и удерживает свою позицию в линии. Машина оснащена экстренным торможением в случае, если кто-то перед вами затормозит, но не только спереди. Если вы решите вдруг двигаться назад, то она также затормозит, если увидит объекты, которые находятся сзади. Много всяких регуляторов сидений, зеркал и так далее. Самые классные вот 12 спикеров Bose. Звук вообще просто офигенный. Какого года эта модель? 24-го. Только с завода пахнет краской. Кожаные сиденья. Главное, краски не нанюхайся. Нет. Вот так вот выглядит Да. сзади. Кстати, просторно там. Вот эти сиденья, они опускаются, и можно прям ложиться сзади, если в кинотеатр поехать. И довольно просторный багажник, насколько это видно. Еще из таких интересных особенностей в машине есть 360 View. Можно видеть камеру спереди и прям 360 градусов сверху. Да, разные режимы. Все, что находится по бокам. Вот. И очень много датчиков, что делает машину очень безопасной. Пока Андрей тестирует, насколько быстро машина разгоняется, в конце видео мы сравним, насколько это сопоставимо с Мустангом. А тем временем давайте посмотрим машину со стороны, как она выглядит и какой же у нее багажник. Так вот выглядит машина снаружи. Довольно симпатично.
полностью новенькая. Еще даже не было ни на одном, ни под один дождь не попало. Вот. Видим, да, 20-инчовые колеса. Боковые зеркала. Всякими датчиками. Задние двери. С левой стороны у нас бак заправки. А вот это вид сзади. И, как я понимаю, багажник открывается с пульта. Но, как он говорит Андрей, не всегда он открывается. Хорошо, что мы снимаем наше видео одним кадром и не нарезаем с других сторон. Ну, довольно красивая машина. Вот, даже написано, что это турбо. А вот, собственно, и багажник с пульта. Вот, что у нас в багажнике? Как я уже говорил, много места. Очень удобно и вместительно. Сиденье открывается. Так, наверное, ремень. Это сиденье не совсем хочет открываться. Нет, ремень. Еще пленка стоит. Андрей еще не полностью распаковал свою машину. Какая-то коробка, я так понимаю. Дополнительный пакет. Ему тут дали в комплекте машины аптечку, прикуриватель и кучу других вещей, которые полезны бывают раз в году. Или лучше даже раз в несколько лет. Такие ситуации никому не пожелаешь. Вот такая вот машинка. И вот кнопочки можно закрыть багажник. После этого мы решили протестировать, как разгоняется Mazda по сравнению с Mustang. И в этом видео Mustang в опции Sport Plus и Mazda в опции Sport. Как мы видим, Mazda вырывается вперед. Теперь посмотрим, как это будет выглядеть, если Mustang будет в опции Race Track. Хоть это не очень заметно, но на самом деле мы шли практически наравне. Поэтому я не вижу большой разницы. Но чтобы удостовериться, мы решили проверить еще пару раз. И вы можете видеть сами, что результаты практически одинаковые. Почти одинаково. Таким образом, мы убедились, что разницы, особенно в городе, в котором не разгонишься, практически нет. Обе машины довольно резвые и довольно быстрые. Но у этой машины есть еще одна интересная фишка, о которой я хотел бы рассказать. Еще одна интересная особенность машины — это экран, который находится на самом стекле. Надеюсь, вам сейчас видно. Он показывает скорость, плохо видно, и, насколько я понимаю, еще показывает GPS, когда он поставлен. Довольно интересная фича и очень удобная, потому что можно сразу, не отрываясь от дороги, узнать, с какой скоростью ты движешься и куда тебе надо ехать. Мы сейчас делаем еще один последний тест-драйв. Уже поездили сегодня, потестировали машину. Очень плавная, быстро ездит. Так что всем рекомендую. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки
и будем снимать еще видео. Пишите в комментариях, а что бы еще вы хотели увидеть видео на моем канале.